Привет, друзья! И в этом видео расскажу, как зарабатывать на фандинге криптовалют. Это один из способов заработка на арбитраже с минимальным риском. Мы разберем, что такое фандинг рейт, как его искать и как на этом заработать. Поэтому смотрите видео до конца, ставьте ему лайк, подписывайтесь, а мы погнали! Фандинг — это комиссия, которую трейдеры платят друг другу на фьючерсных рынках. Если у нас фандинг положительный, то лонгисты платят шортистам. Если у нас фандинг отрицательный, то шортисты платят лонгистам. Это сделано для того, чтобы уравновесить спрос и предложение, потому что если спрос превышает в одну сторону, то нужно это уравновешивать. Рынки должны быть в балансе находиться. Поэтому есть такой инструмент, как фандинг. Он списывается каждые 8 часов, иногда может быть чаще, в зависимости от волатильности рынка. И мы можем зарабатывать эти проценты, просто удерживая позицию. Это одна из самых безрискованных стратегий в арбитраже криптовалют. Сейчас вам покажу на пальцах, как это работает, и потом перейдем к практике. Чтобы эта стратегия работала, вам нужно купить спотовую позицию и одновременно с этим открыть шорт, если фандинг у вас положительный. То есть мы, допустим, берем какой-то там токен на $100, и на эти же $100 мы должны шортить. И мы находимся в дельта нейтральной позиции. То есть, нам все равно, что будет ценой. Нам главное заработать фандинг, который списывается каждые 8 часов. И, соответственно, чем больше у вас позиций, чем больше у вас USDT-шек свободных, которые вы залили в данную сделку, тем больше вы будете зарабатывать, потому что фандинг выплачивается в процентах. И вы меня спросите, а где же искать этот фандинг, как его находить, где его смотреть, какими сервисами лично ты пользуешься? Я вам отвечу, это, конечно же, арбитраж сканер. У них есть свой фандинг сканер, скажем так. Мы переходим в арбитраж Products и есть фандинг Rates. Он абсолютно бесплатный, ничего не надо платить. Заходите сюда и вам показывается фандинг на разных биржах, на разных токенах. Можно отсортировать по максимальному спреду и смотреть, на каких биржах есть фандинг. Я нашел интересный токен, который называется VIP, и у него очень большой фандинг на бирже KuCoin, положительный в плюс 0.5329. Это очень хороший фандинг, это очень жирный фандинг, и мы можем его забрать. Также есть отрицательный фандинг, уже в следующем видео мы разберем, как зарабатывать на отрицательном фандинге. Сегодня разберем, как зарабатывать на положительном фандинге. Видим биржу KuCoin. Нажимаем на фандинг и переходим на биржу KuCoin. Абсолютно на всех биржах, где есть фьючерсные рынки, пишется фандинг. Он находится здесь вот сверху. Как мы и поняли из начала видео, это комиссии, которые трейдеры уплачивают друг другу, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Он списывается каждые 8 часов, и мы можем зарабатывать вот эти вот процентики. Также на KuCoin удобно можно посмотреть историю фандинга, то есть нажимаем на фандинг, нажимаем посмотреть больше, и у нас открывается история фандинга данного токена. Мы видим, что фандинг был часто отрицательный, и сейчас он положительный, и мы можем забрать только вот эти вот проценты. Можем и дальше удерживать сделку, но, как показывает практика, потом, скорее всего, он будет отрицательный, и уже будет невыгодно держать позицию. То есть мы можем только забрать фандинг и сразу же закрыть позицию, заработав вот эти вот 0.5329% к нашему депозиту. Теперь покажу на примере, как правильно открывать сделку. Допустим, у нас есть $2000, и мы хотим на эти $2000 заработать этот фандинг. Что нам нужно сделать? Нам нужно зашортить токен и одновременно с этим купить спот, то есть на одинаковую сумму. Здесь вот можно выбрать в настройках вид, и вы выбираете в токенах. Мне так проще, можете в USDT выбирать, но мне проще в токенах. И, допустим, округляем цену до 0.2 и пишем 5000 токенов. То есть 5000 токенов с пятым плечом, это нам нужно $200, чтобы открыть позицию на данный токен. Так как у нас $200 с пятым плечом это $1000, то на $1000 мы должны купить на споте. Абсолютно не важно, на какой бирже вы будете покупать на споте, нам важно оставаться в дельта нейтральной позиции, чтобы у нас был шорт открыт и была спотовая позиция. Тогда нам все равно куда будет идти цена, потому что мы находимся в дельта нейтральной позиции, мы будем забирать только фандинг. И, допустим, этот токен торгуется на бирже MEX, поэтому переходим на биржу MEX. Точно то же самое, что мы делали там, на той бирже, на KuCoin, мы делаем на MEX, только покупаем на споте. Тоже возим 5000 токенов, у нас должна быть позиция дельта нейтральная, то есть мы должны шортить на 5000 токенов и купить на 5000 токенов. И по цене 0.02 это будет 1000 USDT. То есть там мы открыли у нас фьючерсную позицию на $200, но у вас должна быть еще маржа, то есть у вас не только там просто на аккаунте $200, и вы все на $200 открыли маржинальную позицию. Есть риск ликвидации, ребята. Поэтому всегда имейте запас маржи. То есть если вы открыли позицию на $200, то еще пускай $200 у вас лежит на аккаунте на всякий случай. Потому что если цена резко вырастет, вас может ликвидировать, и вы потеряете свои $200. Поэтому это тоже важно учитывать. А вообще лучше не использовать плечи, поэтому можно открыть позицию на фьючерсах прямо на $1000 и на $1000 купить на споте. Это будет вообще самый безопасный вариант. После того, как вы одновременно купили на споте, одновременно с этим открыли шорт на данный токен, мы просто ждем через 2 часа 25 минут, то есть вот пишется время, когда спишется фандинг, и мы заработаем с нашей позиции $5.33. Вы скажете, да, это немного, но, ребята, это одна из самых безрискованных стратегий. Вы спокойно себе можете зарабатывать. Соответственно, если у вас больше сумма, то вы будете еще больше зарабатывать. Тут все зависит от суммы USDT, которая у вас свободна, которую вы можете пустить в ход на заработок на фандинге. Опять же, фандинг может быть и 1%, и даже больше. Это все зависит от того, насколько рынок перепродан, либо перекуплен. Опять же, в такие моменты, когда сильная волатильность, как сейчас, когда у нас Трамп, пошлины, туда-сюда, рынок льется, растет, у вас отличные возможности для арбитража. Поэтому используйте
используйте данную схему, чтобы зарабатывать. Плюс, если фандинг дальше остается положительным, вы можете не закрывать свою позицию после истечения срока, вот там, где фандинг вам начислится, вы можете сразу не закрывать, а дальше удерживать позицию и зарабатывать постоянно на этом фандинге. Опять же, каждые 8 часов, то есть в сутки 3 раза у вас будет начисляться либо списываться фандинг, и вы на этом сможете зарабатывать стабильно, безрискованно. Если нажать сюда навести курсор, то мы видим, что следующий фандинг будет отрицательный, то есть нам уже будет невыгодно держать нашу шорт-позицию, так как мы будем уплачивать фандинг. Поэтому после начисления первого этого фандинга мы закрываем шорт и продаем спот на данный токен BIT. Ссылочку на арбитраж сканер вы можете найти в описании профиля нашего YouTube канала, нажимаете сюда, здесь находится ссылочка на арбитраж сканер, и там можно отслеживать фандинги и искать выгодные сделки. Также у нас есть телеграм-канал, тоже обязательно на него подписывайтесь, и в описании указаны биржи, на которых мы торгуем. Это проверенные биржи с топовыми условиями, поэтому переходите, регистрируйтесь. Также тут есть ссылочка на биржу MEX, которую я вам сегодня показывал, поэтому регистрируйтесь на этих биржах, торгуйте, там самые выгодные условия для торгов. Как мы поняли из этого видео, арбитраж на фандинге это одна из самых безрискованных и спокойных стратегий. Да, доход небольшой, но зато без риска. Если вам интересно зарабатывать на арбитраже криптовалют, то смотрите наши прошлые видео и подписывайтесь на наш канал. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!